Всем привет! Вы на канале Наргизкина кухня. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного и, наверное, всем известного десерта тирамису. Но если вы досмотрите видео до конца, я покажу вам два его варианта. Один классический, стандартный, и второй немного не классический, но тоже очень вкусный. И два способа его подачи. Оставайтесь со мной и давайте готовить вместе. Для начала нужно сварить кофе. Если вы вареный кофе не хотите, не пьете, можно сделать растворимый. У меня турка примерно на 350 мл. Я добавляю 2 вот такие кофейные ложки с горкой. Немного покрепче, чем тот кофе, который мы пьем. И включаю плиту. После того, как кофе будет готов, его надо будет остудить. Мой кофе готов. Я его сейчас перелью в другую посуду и оставлю охлаждаться. Для начала нужно отделить желтки от белков. Делаем это самым классическим образом. Желтки я буду сюда помещать, а белки буду в большую чашу помещать. Но сначала я буду их разделять. Хочу сразу оговориться, если вы боитесь сырых яиц, вернее сырых куриных яиц, возьмите перепелиные. Они не подвержены сальмонелле, никто не заболеет сальмонеллезом, так что можете спокойно использовать перепелиные яйца. Я считаю так, одно куриное яйцо равно 5 перепелиным. У меня вот 4 яйца куриных, то есть в общей сложности вместо 4 у вас будет 20 перепелиных яиц вместо 4 куриных. Теперь нужно в первую очередь желтки взбить с сахаром. Я это буду делать блендером. Рецепт несложный, очень легкий, очень быстрый. Дольше я готовилась, чтобы показать вам его. Готовила все продукты, выкладывала на стол. Это намного больше времени, чем займет сам рецепт. Небольшими порциями я добавляю сахар и растираю с желтками. Желтки я хорошенько растерла с сахаром, переливаю в миску. Вот обратите внимание, они стали намного пышнее и белее. И теперь надо смешать взбитые желтки, растертые с сахаром, с сыром маскарпоне. Я ввожу понемногу сыра и перемешиваю. Можно делать это миксером на маленькой скорости. Можете сменить лопатку на венчик, и будет вам счастье. Я смешала весь сыр с желтками и сахаром вот до такого состояния. Видите, такая кремовая воздушная масса получилась. И теперь нужно взбить белки, которые мы отделили от желтков. Белки должны взбиться в крепкую пену. И теперь нам нужно соединить эти две массы. Понемногу добавляю нашу массу и смешиваю все вместе. Естественно, все равно масса немного осядет, но нам нужно сохранить ее пышность. Крем должен получиться воздушным. Весь рецепт со всеми ингредиентами, как всегда, найдете в описании под видео. Все, наш крем готов. Посмотрите, какой он воздушный, пышный. Красота! И осталось всего ничего. Добавляю кофе, столовую ложку коньяка и столовую ложку ликера. По классическому рецепту нужно вино марсала сюда добавить, но так как у меня его нет, я добавила ликер и коньяк. Будем собирать наш итальянский десерт. Я вам уже сказала в начале видео, что кофе можете сварить, который любите, свой любимый кофе, сварите, только чуть-чуть покрепче, чтобы он лучше чувствовался в десерте. Можете сделать быстрорастворимый, размешать, можете сварить в аппарате тоже, как вам нравится. Теперь выкладываем наш десерт. Палочки савоярди продаются на любом маркетплейсе, продаются в супермаркетах. Главное, что быстренько надо окунать их в кофе. Быстро раз и готово. Долго не держите, иначе они потом будут у вас разваливаться. Раз и готово. Они очень быстро пропитываются. Я вот так их раз искупала и сюда. Желательно вот так сахарной стороной вверх класть. Раз и сюда.
Вот так. И выкладываем таким образом все дно формы. Переливайте кофе в удобную форму, чтобы макать было удобно. Я не люблю, когда остаются пустоты. Одну палочку я вот так порежу пополам. И сюда же. Вот так. Теперь все отлично. Крем, как вы понимаете, нам нужно разделить на количество слоев. У меня слоя будет 2, поэтому и крема будет 2 слоя. Но так как я вам обещала показать еще один десерт, я немножечко оставлю, чтобы показать вам. Но пропорции все напишу правильно, как нужно на эту порцию. И теперь выкладываем на наши палочки крем. Ой, какой он нежный-нежный. Я сначала выкладываю, а потом разравниваю. Теперь хочу сделать чуть-чуть нестандартный вариант, но очень вкусный. В классическом варианте так не делают. Но мне так нравится. И моим домочадцам всем нравится, когда вот так между слоев слегка присыпаю какао. Немного. Вот так, чтобы покрыть по всему. Второй слой точно так же. Тут такой аромат от кофе, еще и с ликером, с коньяком. Получилось 2, 4, 6, 8, 10, 12 с половиной. 24, 25 палочек у меня ушло на вот эту форму. И теперь сверху выкладываем еще один слой крема. И опять равномерно распределяем. Десерт готовится очень быстро, что очень удобно, когда вы готовите много к любому празднику. Осталось покрыть верхний слой также какао и убрать в холодильник хотя бы на 5 часов. Когда вы достанете с холодильника, какао впитается, будет чуть-чуть по-другому выглядеть, поэтому, когда достанете, еще раз посыпьте какао. И вот так очень быстро готовится один из самых вкусных десертов в мире. И отправьте в холодильник. А я, как и обещала, сейчас покажу вам, сейчас я здесь порядок чуть-чуть наведу еще, и покажу вам второй десерт, который обещала показать в начале видео. Собралась вам готовить второй десерт, у нас выключили свет. Убрала крем в холодильник. Хорошо, что свет включили, успеваю вам теперь снять продолжение видео. И теперь второй десерт. Значит, на дно выкладываю ложечку крема. Вот так. Можно по 2 ложечки, у меня они не такие большие столовые ложки. Вот так. Я вам подаю идею, а вы уже дальше думаете, что с ней делать. Теперь сверху выкладываю вишенки. Я буду делать это руками. Удобнее всего. Раз. У меня обычная замороженная вишня без косточек. Я ее предварительно разморозила. И вот так теперь выкладываю на наш десерт. Чтобы было красиво, край выкладываю вот так по кругу. И серединку тоже заполняю. Ни сахар, ничего в вишню не добавляю. Сахара у нас достаточно. Берем наши палочки, примеряем. Обмакиваю приготовленный кофе. Кофе, конечно же, останется после приготовления десерта, но меньше не советую делать, чтобы вам было удобно вот это все макать и не мучиться. 2. Сразу давайте на обе разложу. Почему вишня? Потому что она кисленькая, и вот эта кислинка будет очень хорошо сочетаться со сладким десертом. Для тех, кто любит кислинку в сладких десертах, это идеальный вариант. Опа. Вот так положили вишенки. Еще палочки. Вот так, примерно. Опять обмакиваем в наш ароматный кофе. И сюда.
Выкладываем опять наш крем. Разравниваем. Можете смородину взять вместо вишни. Я готовила лимонный курт для печений. Тоже сюда очень вкусно будет. Вот такие идеи я вам хочу подать. Как я четко рассчитала, что у меня хватит еще на 2 мартинки. После того, как вы вот так все сделаете, также посыпаем какао. Какао обязательно через сито, чтобы не было комочков. Протираем. И, кстати, какао можете заменить тертым шоколадом. Только крупной стружкой его натрите. Можете горький шоколад, можете молочный, потому что это все равно же уже не классический тирамису. И будет очень красиво и очень вкусно. И точно так же отправляете в холодильник на 5 часов хотя бы, чтобы у вас был стабилизированный вкусный десерт. Он и сейчас уже очень вкусный, но будет еще вкуснее. Можете сверху, если у вас есть, украсить еще коктейльной вишенкой. Вот такая красота у нас сегодня получилась. Посмотрите, какая это красота. Сейчас я наведу порядок и все вместе вам покажу. Такими вкусными десертами я сегодня хотела с вами поделиться. Невероятно ароматные. Видите, пока мы тут им фотосессию устраивали, они уже... Какао, видите, впиталось и как шоколад становится пленочкой. Поэтому я говорю, перед тем, как подавать, перед подачей, еще раз посыпьте какао. Я специально оставила, вот чтобы вам показать, что оно впитывается и вот так темнеет сверху. Они оба невероятно вкусные, оба такие ароматные и так легко готовятся. Ну а я хочу сказать всем большое спасибо за подписку, ставьте лайки, пишите комментарии. А я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого наилучшего, будьте добрее и обязательно будьте счастливы. Пока-пока!